Здравствуйте, товарищи! Сегодня попытаемся выяснить разницу между дизельным двигателем и бензиновой. Что же лучше выбрать на самом деле? И почему, какие плюсы, минусы? Я думаю, многие стояли на этом выборе, а может некоторые еще до сих пор в нем находятся. Поэтому сегодня попытаемся выяснить, какой двигатель для каких целей более оптимальным будет. Для начала рассмотрим бензиновый двигатель. Условная схема работы представлена на рисунке. Вот вы как видите, здесь изображено два варианта для инжекторного двигателя. Это топливный насос и форсунки. И для карбюраторного двигателя это топливный насос механический и карбюратор. Система зажигания примерно одинаковая, только в инжекторном двигателе еще присутствуют датчики электронные. Но на них останавливаться не будем. Бензиновый двигатель с карбюраторным питанием является самым простым, в нем нет электроники, все элементы механические. Двигатель с инжекторной системой питания отличается от карбюраторного наличием блока управления впрыском, также рядом датчиков. Это датчик положения коленвала, датчик положения распредвала в некоторых версиях, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик температуры всасываемого воздуха, датчик разрежения в опускном коллекторе, датчик кислорода в выхлопных газах и датчик массового расхода воздуха. На основании их показания электронный блок управления двигателем вырабатывает оптимальное соотношение количества впрыскиваемого топлива и воздуха. Так как количество воздуха не регулируется, то блок управления регулирует только количество подаваемого бензина, который будет смешиваться со всасываемым воздухом. И таким образом у нас получается более высокий КПД по сравнению с карбюраторным двигателем и более устойчивая работа. Как вы видите из схемы, количество цепей, в которых может возникнуть неполадка, довольно большая. Это и система искрообразования, которая состоит из распределителя зажигания, катушки зажигания, блок управления двигателем, подача топлива, прыск топлива. Все эти системы составляют единое целое с двигателем, также влияют на его работоспособность. Если выходит какой-то элемент этой схемы из строя, то двигатель не работает. Поэтому надежность каждого отдельного этого элемента сказывается на общей надежности работы этого двигателя. Поэтому по сравнению с дизельным двигателем, бензиновый двигатель менее надежен. Рассмотрим схему дизельного двигателя. Сразу рассмотрим схему простого впрыска, которая основана на использовании топливного насоса высокого давления, который берет топливо из бака, создает высокое давление, и это топливо просто впрыскивается в камеру сгорания. Система этого двигателя состоит из топливного насоса, свечей накаливания, которые нагревают топливно-воздушную смесь в камере сгорания. То есть система с традиционным насосом высокого давления очень похожа на работу бензинового двигателя с карбюраторной системой впрыска. То есть мы имеем топливный насос и имеем систему впрыска. Все детали механические. У нас нет электронных компонентов, которые влияют на надежность схемы. И эта схема является самой надежной. То есть, если вы хотите купить очень надежный двигатель, именно дизельный, выбирайте с системой впрыска, основанной на использовании топливного насоса высокого давления. И это на данный момент самые надежные двигатели. Но эта система считается устаревшей, и современные дизеля используют систему впрыска, так называемую Common Rail, общая рейка. Эта система очень похожа на систему питания инжекторного двигателя, где мы имеем топливный насос, и имеем форсунки, которые управляются электронным блоком. Эта система имеет уже множество датчиков, так же как и инжекторный двигатель. Это и датчики положения распредвала, коленвала, температура всасываемого воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, давление в топливной рампе, температура охлаждающей жидкости. И на основании этих всех показания этих датчиков, здесь также само блок управления устанавливает необходимое количество топлива, которое будет оптимальным для данных условий. По сравнению с использованием топливного насоса высокого давления, система Common Rail является более экономичной. Двигатели с ее использованием более приемистые, они лучше запускаются при отрицательных температурах, но надежность она гораздо ниже, чем с традиционным впрыском, с топливным насосом высокого давления, так как мы имеем уже не только механические части и электронные компоненты, которые вносят свою надежность. Также двигатели требовательны к качеству топлива. Это в общих словах.
что касается различия дизельного и бензинового двигателя. Из ощущений пользователя я вам могу сказать, что на дизельном двигателе ездить приятнее. Дизельный двигатель имеет более высокий крутящий момент, то есть вам не нужно раскручивать двигатель, чтобы почувствовать его мощность. Он начинает мощность отдавать при более низких оборотах. И вы, ускоряясь с места, чувствуете сразу больше мощности, чем на бензиновом двигателе. Это первый плюс. Второй, дизельные двигатели более экономичные. Современные двигателя объемом до 2 литров, как правило, вкладываются в расход 6-7 литров в городском режиме. Бензиновые же двигатели таких же объемов укладывается в 12 литров. В-третьих, дизельный двигатель более надежный. При покупке дизельный двигатель будет дороже. Дизельный двигатель будет более шумный, у него будет больше выражена вибрация. Хотя это касается более старых моделей, современные дизельные двигателя, они практически по шумности сравнимы с бензиновыми. Также для дизельного двигателя требуется более дорогое масло. Посоветовать я вам могу два варианта. Это для тех, кто имеет возможность и покупает новый автомобиль. Купите дизельный автомобиль, он вам подарит больше радости, чем бензиновый. Если вы выбираете подержанный автомобиль и остановились на дизельной версии, то я бы вам рекомендовал тщательно проверить, если это система Common Rail, и тщательно подумать, есть ли у вас возможность заправлять качественным топливом. Если вы этого не можете обеспечить, то лучше выберите двигатель без электронного впрыска. Если при покупке нет возможности хорошо продиагностировать дизельный автомобиль, откажитесь от покупки, выберите лучше бензиновую версию. Надеюсь, мои советы вам помогут при выборе. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, обращайтесь, не стесняйтесь, всем буду рад помочь. Желаю всем удачи!